Всем привет и добро пожаловать в новое видео. Я тут на фоне снова Эйфелевой башни, и тут еще не очень эстетично выполненная розетка. Да, как вы видите, в этом влоге у меня уже синячок спал. Тут уже все заживает, уже все отлично. И для тех, кому интересно, кого я заинтриговала в этом как раз влоге, я и повествую, откуда же он у меня появился. Да, и в этом блоге, и кроме истории моего бывшего синяка, в этом влоге будет показано, как мы обустраивались первые дни, как мы, точнее, к сожалению, я не сняла, как мы на рынок ходили, потому что страшно, потому что думаешь, что твой телефон все сразу украдут. Нас, кстати, на этот рынок отвел Александр, мы с ним тут познакомились, он тоже из России. Так что он нам любезно показал, проводил нас на рынок. Он тут от нас недалеко, классный рынок, недорогие фрукты, овощи, да и вообще всякие вещи. Так что у нас был поход на рынок, который я не засняла. Может, как-нибудь засниму. Также мы ездили первый раз в город, в самый центр, где мы там деньги сняли с карточки и вообще просто посмотрели на центральный Мехико. Ну и да, я хочу тоже отметить, что предыдущий влог заканчивался на том, что я в шоке была от того места, где мы сняли жилье, какое оно, как тут все пахнет и все такое, но это была почти ночь, мы были после этого дикого перелета, все вот это навалено было на меня, и да и Вартан тоже тут как-то тоже был в шоке от увиденного, но на утро все, в принципе, стало нормально, тем более мы переехали вот в эту комнатку, она намного больше и приятнее, чище, и все нормально. И да, мы продлили уже, мы тут на 2 недели снимали, а мы продлили еще на месяц. И сразу предупрежу всяких слабонервных, что следующие там кадры, не пугайтесь, это я сразу после обморока, который у меня, кажется, было, я не заметила, и еще голодная, так что не пугайтесь. Ну и, конечно, желаю приятного просмотра! Да, и попутно я буду, конечно же, появляться в видео со всякими там комментариями. А тем временем смотрите, какая красота. Нет, конечно же, нет, а вот это. Доброе утро. Я бледная и разбила себе, потому что пошла, короче, в туалет. Тут по лестнице надо. И сходила, и, короче, чуть обморок не потеряла, посидела там на диване. А прихожу, и вот он говорит, что у меня разбита бровь. Я офигела, но у меня, да, болит. Ну, короче, не знаю, где-то может, на лестнице упала. Я даже вообще этого не помню. Но это почему? Потому что у нас вчера, мы, получается, 24 часа у нас весь перелет был. В Дубае, потом там ждать, потом в Барселону, потом тоже выходить, заходить, потом сюда. Короче, и вот не спавший нормально, и не евший. Вчера мы нас последний раз покормили, по-моему, в 18 часов по их времени, в 17. А здесь мы уже не кушали, мы тоже искали автобус. Тоже, короче, такая канитель. И вот. Доброе утро в Мексике. В общем, Вартан сказал, что я как раз к празднику всех мертвых подготовилась. Такая уже не такая бледная, но украшение. Такое у нас первое доброе утро в Мехико. С музычкой мексиканской. А это то, что у нас осталось с самолета, и нам очень помогло, чтобы утром покушать. Вот нам убралась уже женщина. Это наша будет на 2 недельки, а тут даже свой. Неплохо, даже отлично. Супер. Привет. Вон, так, где тут мой этот боже, опух как. В общем, мы зарегистрировались.
Это было тоже непросто, пришлось несколько раз регистрироваться, сбрасывалась. И все, так что завтра будем проверять, что там, назначат нам дату или нет. Барбершоп, фургончики. Круто, хлебушек, это круто. Ну как? Рядом? Да, рядом. Вартан любезно предложил мне посудку помыть. Поели яичницу с кашей. Да, мой синяк цветет. Выглядит пугающе. Как будто я подралась со стеной. Так, значит, здесь почти 8 утра. Уже музычка играет. Всем желает доброго утра в Мексике. Кстати, что здесь по шуму? До 3:30. Я в 3 встала, проснулась. Мы в 9 легли, в 3 я проснулась. И тут, короче, слышу через окно, там очень громко разговаривает мужчина с женщиной. Мило болтают. Наверное, копаются в мотоцикле, а потом они на мотоцикле. Там очень громко, эффектно уезжают. Короче, так что в 3:30 стало темно. Так. Ну и пока Вартан пьет спортивную водичку, а мы едем на канатной дороге ближе к центру, расскажу про саму эту канатную дорогу. Кстати, я думала, что это фуникулер, но отличается фуникулер от канатной дороги тем, что мы едем по канату, а не по тросу железному. А тут я показываю, как я в первый раз, когда мы поехали в центр, свой телефон привязала на пояс. Повесила на шею, чтобы не украли. Так вот, здесь канатную дорогу не используют так, как обычно, там, чтобы подниматься в горы, а ее используют как просто общественный транспорт. Так как здесь домики, как вы видите, вот здесь они в основном 2-3-этажные, редко там 4-5-этажные, в основном там 1, 2, 3 этажа, вот как тут везде видно. И поэтому очень удобно вот такую канатку построили, и прямо над ними всеми мы летим. И в интернете я не нашла информацию, но там табличка висела, что эта канатная дорога есть в книге рекордов Гиннесса. Да, отмечу, что это очень удобный транспорт, так как ты не стоишь никогда в пробках и не тратишь время. Да, и также хочу еще добавить про эту канатную дорогу. Интересно вообще в ней сидеть, да, в этом вагончике и смотреть на эти все домики сверху на крыше. Там много у кого вообще живут собаки, бегают там бедненькие, к сожалению, там просто бетонные обычно полы. Также там много вешают одежду просто сушиться, ну, у кого там цветочки, кто зарисовал граффити. В общем, интересное такое вообще занятие проехаться на этом фуникулере. Он же там достигает, кажется, его длина, протяженность 9 с чем-то километров. Мы минут 10-15 на нем едем. И на метро мы тут тоже поедем сейчас. И тоже, в принципе, все нормально. Часто бывает, что куча людей, сидеть негде. Мне с моими коленочками бывает, даже не бывает, а всегда, в принципе, тяжело долго стоять, а там еще душно. И вот, так что я всегда смотрю, глазками стреляю, чтобы место себе найти пустое. Ну, все, в принципе, нормально. Опять же, телефончик всегда под своим вниманием нужно держать там, да. Всегда в переднем кармане носим. Приехали на 2 метро и автобусе в Walmart. Посмотрите на этот гигантский Walmart. Я в Америке еще не была, но мне кажется, примерно так там выглядят такие супермаркеты. Чистенько все, куча продуктов. Очень вкусные булочки.
А тут к следующему видео хочу отметить, что мы, короче, приехали, и мы сначала не поняли, не заметили, что вода здесь дико неприятная, пахнет каким-то водоемом или немножко такой тухлецой из-под крана. И на ней приготовила я и макароны, и картошку. И, естественно, у этих блюд вкус был мерзкий. Так что вот, да, вот макароны с авокадо, с помидором. Чуть-чуть поели, ну потому что хоть что-то хотелось поесть. И просто все остальное выкинули в помойку, потому что это реально вообще невозможно было есть с кайфом, потому что это все отдавало этим ароматам воды. И, естественно, этим опытом мы научились, что тут все готовят на воде, ну, либо из-под фильтра, либо покупают. Да? Вода тут дешевая. Тут у нас вот есть такая штучка, где наливаешь водичку со своими бутылками, там крышки есть, там вообще можно всякие средства тоже наполнять со своими бутылочками, приходить. Очень крутая тема, недорого и удобно, и рядом, в принципе. Так что мы теперь готовим на чистой воде, все у нас в порядке. Но было неприятненько первые денечки. Также тут хочу сразу заранее вперед сказать, что у меня много таких вот видео ночных, когда на улице дико шумит музыка. И это, конечно, было очень непривычно после Европы. Там такого, я могу сказать, что не встречалось. Только когда там пару разов там этот сосед, который сильно выпивал, буянил. А так все тихо. Ну, короче, это было сначала очень непривычно и дико прям бесило, знаете, что хотелось выйти и накричать и сказать: вы что, пупели, что ли, на дворе там 11-12 там час, а то и час, 2-3 ночи, а вы, блин, устраиваете пляски. Короче, мы поняли, что это нормально. И я, кстати, еще написала хозяйке тогда, в ту ночь, когда вот у нас прям под окном в машине, у меня есть там кадрики тоже, как долбит просто музыка во все сабвуферы, все колонки, что у нас окно дребезжит. А это оказалось, что этот чувак живет в этом же доме. И вот я написала хозяйке, она сказала, я ему скажу, это наши гости, вот, и он вскоре выключил. Но перед этим, как ей написать, мы еще, не знаю, минут 15-20 в этом варились, короче. Кроме этого чувака, тут вообще реально, ну, не каждый вечер, каждую ночь, но частенько вот такое тут устраивают, включают на всю музыку, то мексиканскую, то даже бывает англоязычную, песни разные известные. И мы просто вот так стали, втыкаешь, короче, наушники, заглушки свои и спишь, и все. Такова здесь жизнь. Но, опять же, это в этом районе, не все такие районы. Мы далеко от центра. Ну, тут такие вот нравы. Крикни, можно погромче? Вот, посмотрите, 11 часов вечера. И вот, что происходит. А если он не захочет видеть меня? Вашу переписку с Алексом взломали. Ночью ее опубликовали на Reddit. Это вулкан. Да, если что, это вот тут вот так в течение дня то хлеб, то газ, то мусор, то пончики, то еще чего. То они бибикают, то колокольчиком звонят, то вот эти свои рации говорят, то запись проигрывают. Estufa, lavadora, microondas, horno de fierro viejo. Творчество Вартана на зеленых апельсинах. Колоритный тип, даже я бы сказала. Это мексиканец? Называется черная сапота. По вкусу как несладкий финик.
А это их очень популярное блюдо, жареное во фритюре, кожа, кажется, свиньи. Такие спички прикольные, мои. Unpacking спичек этих. Вот. Натан пытается оживить наушник. Вот так сниму это. Вот посмотрите, обратите внимание на стены и на колючую проволоку. Это детский садик. Вон там люди стоят около и ждут своих детишек. А там с другой стороны еще больше эта стена. Обалдеть, как-то необычно, конечно. Вот это с другой стороны. Не допрыгнуть, не перелезть. Дети в надежном месте, безопасно. Вот так метро встало и уже минут 10 стоит, а то и больше, и ничего не происходит. И мы вышли просто ждать, что будет дальше. Все денег тут, конечно, нигде нет. Вот, наконец-то уехал. А мы подождем следующего, чтобы нормально ехать, а не как набитые все. Вот так тут урывками достаешь телефон, свой iPhone, боясь, что кто-то на него побазарится. Хотя некоторые... Кому он нужен? Ну, не знаю, кому-нибудь. А так некоторые тут с айфонами вот в фуникулере сидели, спокойно пользовались. Какой-то транспилец там. Транспилец. А у меня глаз уже, можно сказать, заживает и проходит, но еще видно. Обратите внимание, что нету лавочек, и люди так же, как и мы, сидят на бетонных просто ступенях. Опять же, из своих наблюдений, из нашего опыта хочу сказать, что раза 3 у нас были такие ситуации, что мы стояли то в метро, то где-то еще там в переходе, стоим, тупим, думаем, куда нам идти. И мужчины подходили и типа, ну я понимаю, что они просто знают английский, они с нами на английском типа you need help, и нам, короче, подсказывали маршруты. Очень прикольно, мило и во. Какая-то гигантская очередь, наверное, в метро стоит. Да? В метро возьмем? Просто станция, которая нам нужна была, она закрыта. И мы решили пешком идти. Потому что нет. Да. Посмотреть немножко, что тут вне происходит, вне нашего района. Тут, кстати, тоже, как в Грузии, карточки для транспорта. Вот такие бесконечные коридоры туда-сюда, лестницы, лифтов, если что, мало. И обычно первые вагоны только для женщин и детей. Вот, наконец-то мы после долгой дороги добрались сюда, в центр Мехико. Вот и первые высотки, которые увидели. После нашего района двухэтажных, трехэтажных домиков. А в таком районе и телефон уже не так страшно доставать и снимать. Это правда вообще дико отличается от того места, где мы живем. Цивилизация вся здесь. Это непонятный стол, одинокий стоит. Короче, этот вход на ремонте, тут закрыто все. Нам надо тащиться куда-то в другую сторону. Это интересный центр. Культурной, что ли, депрессия, эпилепсия, аутизм и так далее, короче. И все тут, тут курят все, ни хрена себе. Там реально марихуана и пахнет. Тусовочный центр. Бедное растение, измучили всего, изрезали. В общем, мы хотели в банкомат зайти денежку снять, а этот банкомат на ремонте. В смысле банк. И никаких банкоматов там рядом нет. Так что пойдем. Так что мы сейчас идем в другой банкомат, банк. И тут немало таких пунктов для чистки обуви.
А еще в этом центре хотя бы зелень есть. В нашем районе только трава выцветшая. И кафешки тут такие престижные. Кстати, там у магазина какого-то фирменного с одеждой стоял охранник с автоматом. Такая тут охрана. Вот мы пришли, и тут все есть, слава богу. Короче, сначала мы мучились с тем, что мы карту вот так вставляли, а надо было вот так. Я только у дедушки видела, рядом он поперек ее вставляет. Вот так, короче. А в итоге у нас ничего не получается снять, потому что пишут, что этот банк типа не принимает наши карты. Хотя там написано, что BNP Paribas. Вардана получилось снять, оказывается, надо бы без конвертации выбрать. Если буковки поменять, получится Армения. Даже Вардан сказал, что здесь намного спокойнее идти, гулять. Нету вот этого какого-то постоянных мыслей, что типа кто-нибудь там телефон или пристанет, еще что-то. Тут видно, что у людей есть деньги, и одеты тут по-другому, и все по-другому. А там, как в деревне, просто живешь такое, ни зелени, ничего. Нормально, что наоборот, обычно в деревнях много зелени, как бы, да, растительности деревьев, а тут наоборот. Да, отголоски от Дня мертвых здесь. Мы так никуда ни на какой парад не пошли. И тут, смотрите, они как пластиковые, он прям прозрачный. Но ощущение он Подержи. пластиковый. Вот Вардан привел нас в парк. Какой-то классный. Здесь чудесненько. Свежо. Здесь классическая детская площадка из цветного пластика. А тут что-то интересное. Ну, ночевать в палатке. Да уж точно лучше, чем у нас. И пальмы тут. Большой парк. Тут, кстати, птички вот такие. Вот это да. И Это красиво, да, это последнюю Да. неделю. Уже отвыкли глаза от чего-то такого впечатляющего. И это бесплатный парк, если что. Да, и стоит он 7 песо, а автобус и метро, по-моему, 6 песо или 5. То есть разница очень маленькая. Ура, мексиканский арбузик. Почти не воняет. Что выяснил про Домингеса? Нет. Так, только быстренько сделаю, будто бы я Эйфелева башня, почему-то мне хочется сказать именно Пизанская башня. И говорю всем спасибо за просмотр этого видео, этого влога. Не забывайте, конечно же, подписываться, ставить лайки, оставлять мне комментарии, это все очень приятно. И до следующего видео. Пока-пока.